Добрый день, уважаемые зрители. Меня зовут Валерий Табаков, я юрист. Сегодня 22 августа 2026 года. Я хочу поговорить с вами о высокой культуре. О настоящей, львовской, европейской культуре. О том, как в культурной столице Украины воспитывают людей. Не в каком-нибудь темном подвале, не в лесу, не на окраине, а прямо в самом сердце цивилизации, в учреждении, которое гордо называется следственный изолятор. Хотя по старой привычке некоторые до сих пор называют его СИЗО. Но мы же культурные люди. Давайте говорить правильно. Это не концлагерь. Это центр культурного воздействия. Место, где формируют правильное мировоззрение. Место, где учат правильно говорить. Особенно правильно говорить в суде. Так вот, друзья, совсем недавно мы узнали прекрасную новость. Адвокат Лариса Криворучко сообщила, что 21 августа 2026 года к Вячеславу Зинченко в камеру подсадили провокатора. И тут же Вячеслава Зинченко, ударили кулаком прямо в лицо. Не просто кулачком, а кулаком. Ну, сейчас посмотрим видео. Сегодня будет экстренный эфир. Только что были новости. С утра в камеру к Славику подсадили провокатора, который ударил по лицу с кулака Вячеслава. Заключення СМЕ, врачей всіх позвали. Будемо витребувати відео з камер відеоспостереження. Будемо писати заяви. Я вас дуже прошу, не мовчіть. Сьогодні буде ефір на цю тему. З цим свавіллям, з цим безправними діями, безоправданими діями про цей тиск треба казати на всю Україну. Тому що мало того, що невинне дитя потерпає, вже 3-й рік від цього свавілля, його ще й намагаються його вдарили, його не намагаються, його вдарили. Представляете, друзья, в культурной столице Украины, в городе, где каждый камень дышит историей, где каждый второй дом – это памятник архитектуры, где на каждом углу говорят о европейских ценностях, толерантности и верховенстве права. И вот, в этом самом городе молодого человека, Вячеслава Зинченко, которого еще никто не признал виновным, просто так, по-дружески, по-культурному, бац, захреначили кулачищем в лицо. Друзья, вы же понимаете, это же не насилие, это воспитательная работа, это педагогический прием, это мягкая сила, это
soft power по-львовски. Смотрите, друзья, какая прекраснейшая преемственность. Когда-то, если вы помните, а вы, надеюсь, помните, маленький внук Ирины Фарион, Дмитрик, в детском садике учил какого-то Гришу правильно говорить на украинском методом, который теперь уже стал классикой, кулачком в лицо или куда там он попадал, неважно, главное — результат. Ребенок должен был понять: говори правильно или получишь. Культурно, воспитательно, по-фарионски. И вот теперь, спустя годы, тот же самый метод применяется уже во взрослом варианте. Только теперь это не детский садик, а учреждение исполнения наказаний номер 19. И не Гриша, а Вячеслав Зинченко. И не Дмитрик, а безымянный провокатор, которого заботливо подсадили к Вячеславу в камеру. История делает круг, культурный круг. Мне особенно нравится формулировка: ударили кулаком в лицо, не избили, не нанесли телесные повреждения, не совершили преступление, предусмотренное статьей 125 или 126 Уголовного кодекса. Нет, просто ударили кулаком в лицо, как будто это нормальная часть воспитательного процесса, как будто во Львове существует специальная методичка, как правильно воспитывать подследственных в условиях европейских стандартов. Пункт 1. Кулак. Пункт 2. Еще раз кулак. Пункт 3. Проверить, правильно ли человек теперь будет отвечать в суде. Потому что, видимо, Зинченко говорил в суде что-то не то, что-то неправильное, что-то, что не нравится. И вот теперь его учат культурно кулаком через лицо. Друзья, я как юрист должен вам напомнить: пока человек не признан виновным, вступившим в законную силу приговором суда, он считается невиновным. Это называется презумпция невиновности. Красивое европейское слово, очень культурное. Его любят произносить на конференциях, на круглых столах, на брифингах, особенно в культурной столице Украины, городе Львов. Но, видимо, презумпция невиновности – это когда удобно, а когда неудобно, тогда работает другая презумпция. Презумпция кулака. И знаете, что самое замечательное? Никто даже не пытается это скрыть. Адвокат открыто пишет в социальных сетях. Газета «Высокий замок»
публикует, все все видят. И тишина. Потому что это же не избиение. Это культурное воздействие. Это продолжение традиций. Это метод Дмытрика. Только во взрослой редакции. Я представляю, как это выглядело. Сидит человек в камере, в культурной столице, вокруг стены с историей, а потом заходит новый сокамерник, улыбается, говорит что-то провокационное, а потом раз и кулаком в лицо, и все. Урок усвоен. Теперь Зинченко точно будет знать, как и что правильно говорить в суде. Какие слова можно произносить, а какие нельзя. Какие версии можно озвучивать, а какие лучше забыть. Это же не пытки. Пытки – это когда в подвалах. А здесь все цивилизовано. С камерами видеонаблюдения, которые, правда, почему-то никто не торопится смотреть. С начальником в звании полковника, с европейскими стандартами содержания. Просто иногда стандарты включают воспитательный урок кулаком. И вот я сижу и думаю, а может нам стоит внести этот метод в официальные методические рекомендации. Назвать его львовским методом культурного воспитания подследственных или Фарион-Дмытриковским приемчиком. Коротко и емко. Потому что, согласитесь, друзья, это красиво. В детском садике кулачок, в СИЗО кулак. Логика железная. Если ребенка можно научить языку через физическое воздействие, то почему взрослого нельзя научить правильно давать показания тем же способом? Особенно когда этот взрослый обвиняется именно в том, что убил человека за язык. Какая ирония, какая высокая, почти шекспировская ирония в городе, который называет себя культурной столицей, человека, которого обвиняют в убийстве за язык, учат правильно говорить. Кулаком. Я не буду сейчас разбирать, виновен Зинченко или нет. Это решит суд. Когда-нибудь, если дойдет. Если его, Зинченко, до того времени не воспитают окончательно. Я говорю о другом, о культуре, о том, как легко некоторые люди забывают все свои красивые слова о правах человека, о европейских ценностях, о недопустимости насилия, как только речь заходит о правильном обвиняемом. Когда бьют не тех, это ужас, это пытки, это военные преступления, это все плохо, а когда бьют тех, это воспитательная работа, это культурное воздействие, это продолжение традиций Дмытрика. Двойные стандарты? Нет. Это просто высокая культура,
львовская, европейская. И знаете, что меня особенно умиляет? То, с каким спокойствием об этом рассказывают. Без возмущения, без требования расследования, просто констатация. Ударили кулаком в лицо, подсадили провокатора, продолжают провоцировать на драку. Как будто это погода. Сегодня дождь, завтра кулак в лицо. Обычное дело в культурной столице. Я как юрист могу только развести руками, потому что если в учреждении, которое находится под контролем государства, человека бьют, а потом еще и бьют те, кого подсаживают к нему в камеру, те, кто провоцирует, то это уже не воспитание. Это либо халатность, либо прямое поощрение. Но, видимо, в данном случае это политика. Культурная политика. Поэтому давайте называть вещи своими именами. Не удар кулаком, а педагогический прием по методу внука Ирины Фарион. Не провокатор в камере, а преподаватель правильной речи в условиях предварительного заключения. Не СИЗО, а Центр культурного перевоспитания имени европейской толерантности. И тогда все становится на свои места. Все логично, все культурно, все по-львовски. А Зинченко пусть учится говорить правильно, смотреть в нужную сторону, не говорить лишнего, потому что следующий урок может быть уже не кулаком. Спасибо за внимание. С вами был юрист Валерий Табаков. И напоследок, если вдруг кому-то из тех, кто сейчас кивает головой и говорит, так ему и надо, когда-нибудь попадет кулак в лицо в каком-нибудь другом учреждении, вспомните этот текст и скажите себе, это просто культурное воздействие в культурной стране, в культурной столице. Все по правилам.